дивертимento. О, Сакраменто, Сакраменто, Сакраменто. Слышали эту песню? Конечно, слышали. Так вот, она никакого отношения не имеет к столице Калифорнии Сакраменто, куда мы сегодня и прилетели. Регина, а, кстати, как переводится Сакраменто? Ну, дословно не помню, но, по-моему, красный рюкзак на мужских сильных плечах или парень с красным рюкзаком. Как-то так. Я тебя умоляю, может, ты будешь со $100. Давай. Помни, Сакраменто – это Дикий Запад. Орел. Решка. Что это? Это решка? Это орел или решка? По-бедному или по-богатому? Петя, что по-богатому буду я. В смысле? Отдавай золотую карту, это решка. Регин, подожди, а как это вообще все делается, если по-бедному? Что? В смысле? Смотри, ты сейчас идешь искать правда? У меня правда автобус. $100 будет? Да, у тебя правда только $100. Потом желательно у кого-то поселиться, найти апартамент, потому что самое дорогое. У кого? Я тут никого не А знаю. потом, в принципе, не ограничивай себя. Не ограничивай ни в чем. Как можно себя не ограничивать ни в чем сколько 2 дня на угодно. $100? Сакраменто. Столица самого большого штата в Америке. Он не так знаменит, как его калифорнийские братья Лос-Анджелес и Сан-Франциско, но и у него есть чем похвастаться. Это земля настоящих ковбоев и деревьев размером с небоскреб. Тут можно зайти в гости к Терминатору и собственными глазами увидеть восстание машин. В Сакраменто я заказала себе большую тачку. Но мне привезли просто огромную. Пикап Ford F-350 – чисто американский автомобиль. Это правнук повозок, на которых переселенцы осваивали Дикий Запад. Мощность, как у строительного самосвала. Под капотом табун из 350 лошадей. Одна радиаторная решетка по размеру, как калитка у меня на даче. Просто здоровезный пикап. Целая Регина в ширину. И 3,5 Регины в длину. Про багажник я вообще молчу. Там точно поместится Регин 20. Вот это танк! Ну что? Теперь называйте меня Ковбой Реджи. Поехали. Так, спокойно. Ну, хорошо, что хоть деньги менять не надо. Отлично, это плюс. Так, что там дальше делают в Орле и Решке? Сначала нужно на чем-то добраться до города. Так, ну, в принципе, $100 это не так уж и мало на 2 дня, я думаю. Могу себе позволить такси. Да? Могу же? Hello. How much is to get to this downtown? $33. $33. Автобус до города здесь стоит всего $2, но ходит он 1 раз в час. И, как назло, ушел 10 минут назад. Сколько у меня? 67, да, остается? Да. Окей, едем. Нормально. Последний раз сидела в такой огромной машине только у дедушки на даче в грузовике.
Ощущение, будто ведешь поезд с десятками вагонов. Причем лучше бы эти вагоны были с топливом, а то моя громадина жрет 40 литров соляры на 100 км. Ну что ж, здравствуй, Сакраменто. Столица Калифорнии, самого богатого штата Америки. Слева поля, справа огороды. И это что, столица Калифорнии? Вот что такое Калифорния? Калифорния — это Лос-Анджелес, это Сан-Франциско, это Сан-Диего, Диснейленд, Голливуд, Арнольд Шварценеггер, в конце концов. Ну и где все эти небоскребы, яркие вывески, звезды в лимузинах? Главный вопрос всех, кто приезжает в Сакраменто. Как эта деревня умудрилась стать столицей штата? А все просто. Во времена золотой лихорадки всяких Лос-Анджелесов и Сан-Франциско еще и в помине не было. А вот Сакраменто был большим и многолюдным. Вот его и сделали столицей. Когда золото кончилось, Сакраменто расти перестал. Соседние города быстро его перегнали, но столицу решили не переносить. Конечно, 150 лет не прошли даром. И сейчас в центре Сакраменто тоже построили парочку небоскребов. Но они и близко не стояли со своими братьями из того же Лос-Анджелеса. Все, недолго музыка играла. 2 квартала, и центр закончился. И началась старая, добрая, одноэтажная Америка. Ну, на что хватило денег, на то и выстроили. Знакомство с Сакраменто все путеводители советуют начать с его старой части. Осталось только ее найти. Район Старый Сакраменто – это 5 кварталов, которые не изменились со времен золотой лихорадки. Деревянные тротуары, салуны, кондитерские. То есть здесь все выглядит в точности так, как 100 лет назад. Ну, разве что краска посвежее. Раньше это было шумное сердце Сакраменто. Сюда съезжались старатели сдавать золотой песок. Индейцы покупали тут соль и порох, а ковбои на скорость стреляли из револьверов. Сейчас эти дома – сплошные рестораны, музеи и лавки сувениров. Но туристов практически нет. И чтобы не умереть в этом месте со скуки, нужно иметь хорошую фантазию. Этому парню конец. Блин, здесь реально можно почувствовать ковбоев, как на Диком Западе. Сакраменто – это еще и столица фермеров и ковбоев. Это город парней в джинсах, клетчатых рубашках и ковбойских шляпах. Поэтому эти 2 дня в Сакраменто я тоже проведу как ковбой. Буду есть как ковбой, жить как ковбой и развлекаться как ковбой. Ковбои были очень вспыльчивыми ребятами. И чуть что хватались за револьвер. Для полного погружения я приехала научиться. Hello. В Сакраменто научиться стрелять проще простого. Платишь $850, проходишь инструктаж и можешь шмалять, сколько влезет. Самое ковбойское оружие – это, конечно же, револьвер. Именно револьвер сыграл главную роль в покорении ковбоями Дикого Запада.
До появления револьвера нужно было долго и нудно перезаряжать оружие. За это время с тебя могли дважды скальп снять. А из револьвера можно стрелять 6 раз без перезарядки. Но со времен Дикого Запада ковбойские револьверы немного подросли. Угадайте, из какого я буду стрелять? Револьвер Smith & Wesson модель 500. Самый большой и мощный револьвер в мире. Вес 2,5 кило. Общая длина 38 сантиметров. Патроны Magnum 50-го калибра с экспансивной пулей. Но для такого пистолета нужны и мишени поинтересней. Мамочка, я подумала, что мне руки оторвало! Если интересно, на моем стрельбище можно пострелять и из таких пушек, которые ковбоям даже и не снились. Отдача прямо вышибает плечо из сустава. Да уж, такого в фильмах не показывают. Сакраменто на самом деле это небольшой провинциальный административный городишко. Его можно обойти вдоль и поперек за каких-то 2 часа. Но здесь есть очень классная достопримечательность. Капитолий. Это что-то вроде нашего областного совета. Именно здесь сидит губернатор штата. Капитолий в Сакраменто сделан по подобию Капитолия в Вашингтоне. Выглядит мега помпезно. Это точно самое красивое здание в городе. И что круто, вход в него свободный и бесплатный. Можно часами ходить по Капитолию, как по музею. Но сюда приходят не для этого. О, вот он, красавец! В этом Капитолии 8 лет работал самый знаменитый губернатор Калифорнии. Под всеми губернаторами подписаны, их имена у него нет. Действительно, ну а зачем одному из самых известных и узнаваемых лиц во всем мире нужна подпись? Обычные ковбои живут на ферме, а ковбои с безлимитной карточкой живут на 5-звездочной ферме. Когда-то здесь была обычная ферма. Тут купались в грязи свиньи, гоготали гуси и жевали сено коровы. А теперь это известный в Калифорнии эко-отель. То есть гостиница, построенная в экологически чистом месте из экологически чистых материалов.
Такие отели сейчас очень популярны у американцев, которые приезжают сюда, чтобы просто пожить вдали от шума, пыли, бетона и выхлопных газов. За это они готовы платить огромные деньги. 1500 баксов за номер. Пойдем посмотрим. Здравствуй, Стойла. Ой. Хорошо, тут приятно. Прям смотрите, диванчики такие из хлопка. Так, а что еще у нас тут? Терраса. Это что, все? Хоть кровать. Что это? Смотрите, 15 квадратных метров, за которые я заплатила $1500. Это что, получается, за каждый метр по $100? Что это за бред вообще? Ой. Ой. Вот она, комната. Класс. Мой номер в эко-отеле состоит из 2 комнат, разделенных дверью, как в амбаре. Здесь нет ни золотых багетов, ни роскошных гобеленов. Лучшие калифорнийские дизайнеры постарались, чтобы ты тут себя чувствовал так же уютно, как дома у любимой бабушки. И, конечно же, никакого пластика и синтетики, только натуральные материалы. Ой, гляньте, класс! Как будто вот-вот только что секвойю спилили и поставили. Натуральное дерево, просто красочкой покрыли. Ой. А терраса тут такая! Так, город посмотрели, теперь нужно найти, где переночевать. Первое, что приходит в голову – искать дешевый хостел. В Сакраменто это проще пареной репы. На весь город он тут один и находится в шикарном особняке викторианской эпохи. С улицы хостел выглядит обалденно. Hi there! I would like to stay here for one night only, and I would like to know what's the price for your cheapest room here. Yeah, it's $35 including taxes and fees $35 per one night? for one night. Okay, sir. Так, дороговато. Ребят, хостел, конечно, реально очень клевый, но 35 баксов – это очень дорого, и даже не знаю, что делать теперь. 33 бакса уже прокатал на такси. Если потратиться еще и на хостел, от моих $100 останется всего треть. А еще жить 1,5 дня, чем-то питаться, не говоря уже о развлечениях. Не вариант. Будем искать что-нибудь подешевле. Тем, кто собрался жить как богатый ковбой, нужно обедать только в дорогом эко-ресторане. Один из лучших эко-ресторанов в Калифорнии находится на территории моего отеля. Здесь нет постоянного меню. Тут используют только те продукты, которые сегодня собрали на соседних фермах. Уютненько здесь. Вот, например, местный рыбак Брауни сегодня привез с побережья свежих устриц. А у фермера Тома созрели авокадо. Значит, сегодня в меню устрицы с авокадо. Какие устрицы, совсем по-новому. Таких я никогда еще не ела. Посмотри, какой-то соус специальный из авокадо. Сперва такой странный вкус из-за этого соуса с авокадо. А потом устрица такая мясистая, такая как сливочная вся. Правда, чувствуется вот этот вот морской песочек. А вот семья Рочестеров завалила сегодня в обед бычка.
Значит, сегодня в меню телятина. Но на любителя. Видите, сколько здесь жилок? Хотелось бы побольше мяса. Натуральное не всегда значит идеально вкусное. Тут нет ароматизаторов и усилителей вкуса. А мясо зачастую жесткое, поскольку не напичкано гормонами. Но богачи готовы платить большие деньги, чтобы почувствовать настоящий вкус натуральных продуктов. Время перекусить. Самая доступная еда для бюджетного туриста – это фастфуд. Относительно дешево, очень жирно и очень холестеринно. Но есть вариант получше – пойти закупиться в магазин. Во многих американских городах можно найти магазины с отечественными продуктами. Вот и в Сакраменто такой есть. Вы только посмотрите! Конфеты «Вечерний Киев». А вот вафли «Артек». Не может быть. Еще и жареные семки. Наше. Это все оно мое родное. Колбасочка. Московская, полтавская. А вот киевский торт, ну куда ж без него? Просто как будто дома зашел себе в родной магазин. Несмотря на то, что все продукты тут наши, а вот цены буржуйские. Смотрите. У нас батон стоит 7 гривен, а тут 62 гривны. Полкило жареных семечек 30 гривен, тут аж 150. Такая газировка у нас стоит 20 гривен. Здесь за нее придется отдать 50. Ну, в других магазинах не дешевле, так что наберем себе обед. О, гречечка своя родная. Тоже гречку любят. Частенько покупаю. Это шанс. Итак, даю совет. Если вам нужен ночлег в другой стране, не стесняйтесь спрашивать у своих. Нужно начинать издалека. Здрасте. Добрый день. А вы здесь живете? Да-да, мы здесь живем. Я первый день просто здесь. И, слушайте, вы не подскажете, где здесь можно остановиться? Вот подешевле, потому что всего один хостел на город, а у меня даже как бы на него дороговато получается. Люди уже понимают, что вы хотите, но еще сопротивляются. Не знаю. Ну, какой-то мотел. Я не знаю. Ну, давай. Тебе на сколько? Да на одну ночь всего. Я вот завтра вечером уезжаю уже. Просто, переночевать и все. Отлично. Добавим жалости в глазах. Совсем туго, да? Совсем. Ну, ходи к нам тогда переночуй. Серьезно? Бинго! Как клево, ребят, спасибо. Спасибо, меня Петя зовут. Почему бы не помочь? Очень приятно. А это? Сашуня. Я сегодня ночую с вами. Давай помогу хоть. Помоги. Давай. Слушайте, как клево. Мне фартит. Просто фартит. На ферме перед сном полагается попить тепленького молочка со сладеньким, чтобы крепче спалось и приснились коровки. С каких это пор? Ковбои пьют это телячье пойло. Вечером мы с моими спасителями Алиной и Андреем сели ужинать. Когда ты селишься у незнакомых людей, стоит соблюдать негласный кодекс. Нужно быть скромным, не налетать на еду. Нужно быть дружелюбным и не сидеть с кислой рожей и вообще быть тушкой. Почему именно Сакраменто? Что здесь? Чем он так выгодно или, наоборот, невыгодно отличается от других городов? В Сакраменто, например, ты можешь купить вот такого плана дом в разы дешевле, чем в Сан-Франциско. В Сан-Франциско он бы стоил миллионы.
Ну, Сакраменто вообще хороший город для семьи. Это Да? да, очень хороший семейный город, здесь хорошие условия для семьи. У таких людей часто можно узнать много интересного и полезного. Например, какие тут есть бюджетные развлекухи. Андрей предложил сыграть завтра в какой-то футгольф. Непонятно, что это, но пойду. Вот только сейчас почувствовал, как же ноги болят. Утречка, доброе. Тык-тык, 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 тык-тык. Всем резвым мустангам и мустангиням приятного дня. С утра Андрей повез меня поиграть в самую популярную в Сакраменто игру. Ну вот, сейчас мы отправляемся на самое удивительное и самое неординарное развлечение, которое можно найти в Сакраменто. Это гольф. Причем это не просто гольф, а это футгольф. Обычный гольф – развлечение для аристократов. Нужны дорогущие клюшки, мячики и другое снаряжение. Все? А вот футгольф – развлечение для бюджетных туристов. Так. Вместо клюшек – собственные ноги. То есть смысл такой же, как и в гольфе, но нам необходимо забить на наименьшее количество ударов мяч в лузу. То есть практически все то же самое, только мы играем ногами, да? Все верно. Кажется, все просто, друзья. Ну, посмотрим, как на самом деле. Теперь поехали к нашим мячам. В футгольф играть не так и просто. Поле кривое, с холмами и ямами. Прямым ударом и не забьешь. Есть! Есть! Нет! Нет. Я прирожденный гольфист, Андрей! Фут-гольфист! Петь, не хочу тебя расстраивать, но с такого расстояния даже бы белка забила. Ну ты, конечно, молодец. Недалеко от Сакрамента, буквально полдня езды туда-обратно, есть уникальная природная достопримечательность. Поверьте, она стоит того, чтобы на нее потратить столько времени. На склонах скалистых гор растет загадочный лес, где живут деревья небоскреба. Это национальный парк Секвойя. Конечно, можно было арендовать самолет и долететь туда за пару часов. Но местные говорят, что дорога в парк достойна того, чтобы по ней проехаться. Трасса номер 1 считается самой живописной в Америке. Надеюсь, не врут. Какое самое важное событие в краю фермеров и ковбоев? Конечно же, ежегодная ярмарка. Ну, на самом деле, ярмарка себе ярмарка, да, в принципе. Там свиньи пасутся, там коровы гуляют. Но самое классное, самое прикольное, что здесь есть, это конкурсы, которые они проводят.
Вот соревнования по поеданию яблочного пирога на время. Да, я лузер. Я проиграл. Есть соревнования по бросанию бейсбольного мяча. Ну и как без классики Дикого Запада, аттракциона Родео. А вот и она, знаменитая трасса номер 1. I can say I'm sorry, but I know it's gonna take time. But it ain't what you think, 'cause I never crossed that line. Never again. Она проходит там, где земли Калифорнии обрываются в Тихий океан. Дорога, конечно, красивая, но она больше похожа на дождливую Шотландию или промозглые Фарерские острова, но никак не на солнечную Калифорнию. Все эти конкурсы с поросятами и пирогами – это, конечно, интересно. Но самое разрушительное и зубодробильное соревнование на ярмарке в Сакраменто – это битва машин. $25. Для меня это самое дорогое развлечение, ну, не считая такси, конечно же. И это самое захватывающее зрелище, которое можно увидеть в Америке. Все действо происходит на специальной арене. В качестве бойцов старые пикапы, усиленные стальными рамами. Дерутся все против всех. Цель боя – забодать противников так, чтобы они не могли ездить. Буквально втоптать их в грязь. Остаться должен только один. Бойцы-смертники неистово крушат друг друга. Хрустят железные ребра. Вырываются куски стальной плоти. Проламываются жестяные черепа. В воздухе стоит запах адреналина, бензина и горелого масла. Да, вот это было сейчас мега смачно. Через час побоище напоминает какую-то возню жуков в песке. Уцелевшие бойцы уже еле-еле ползают по рингу, и появляется желание их добить, чтобы не мучились. На ринге остался только один. Его хозяин получит $10 000. Ну а сам чемпион все равно отправится на свалку.
Я тем временем приехала в национальный парк Секвойя. Здесь растут гигантские секвойи. Самые большие деревья на Земле. — 11 метров в ширину. 115 метров в высоту. Короче, не забивайте себе голову этими числами. Просто представьте, что это живой 30-этажный небоскреб. Секвойи живут больше 3000 лет. Этот гигант родился за 500 лет до Иисуса Христа. Так что стоять ему тут еще 1000 лет. А когда он упадет, то вызовет локальное землетрясение силой в 3 балла. Ребята, недалеко от Сакраменто, всего лишь каких-то 450 километров по 180-й трассе, мы прячем для вас $100. Для того, чтобы найти наши $100, отправляйтесь в национальный парк Секвойя. Там, недалеко от входа, в стволе упавшего гиганта, вы и найдете наш клад. Давайте быстрее на поиски, потому что здесь олени, лоси, медведи, короче, полный лес желающих прикарманить себе $100. Быстрее. Когда летишь в Сакраменто, ожидаешь попасть в край настоящих ковбоев, которые чуть ли не на улицах города заарканивают бычков и стреляют из револьверов. Теперь называйте меня ковбой Реджи. На самом же деле, ковбоев на улицах здесь не больше, чем людей с салом и горилкой в Киеве. Но если ты устал от шума мегаполиса и хочешь тихого, спокойного отдыха, как в деревне у бабушки, добро пожаловать в Сакраменто. Этому парню конец. Мамочка, я подумала, что мне руки оторвало! Да, я лузер. Я проиграл. Просто представьте, что это живой 30-этажный небоскреб. О, вот он, красавец. Беги! Эй! Реджи! Регина! Алло, мать! Алло, Гугля, как дела? Нормально, когда Что ты тут делаешь? Что? Что ты тут делаешь? Не слышно! Ты видела, как эта блондинка прям танцевала? Так тра-та-та. Регина, подожди, успокойся, успокойся, успокойся. Что ты здесь делаешь? А как же твои мишленовские отели? Как же твои 5-звездочные рестораны?
Вот что ты говоришь, Петь, Сакраменто, это же атмосфера. Ее нет в отелях, ресторанах и тому подобное. Она здесь, на улицах города, на ярмарках, в почувствовал. людях, вот в салоне, Я знаю, в конце подожди, концов. тебе вообще интересно, как я провел свои выходные? А Что ты я что, делал? плохо провел? Нет, я отлично провел. Ну так вот, пойдем танцевать. Пойдем танцевать. Подожди, Пока, а, вас- увидимся в следующем городе. а у тебя паспорт с собой? Да, паспорт. А во сколько у нас самолет? Какая разница?